Этот рецепт вам точно понравится, а понравится он своей необычностью, вкусом и пользой. Я взял картошечку, взял одну свеклу среднего размера, и все натирается на терке. Этот рецепт, он необычный, не такой, как все. Я приветствую вас, друзья, на канале «Художник на кухне». И вместе с своим любимым котиком Рыжиком рады видеть в этом рецепте. Итак, я взял марлю и туда помещаю только что переработанную свеклу и картофель. Для чего? Чтобы добыть сок. Для чего нам нужен сок? В этом рецепте мы будем делать шикарное блюдо, в котором будет самодельный сыр. Так вот, часть рецепта будет посвящена изготовлению полезнейшего домашнего сыра. И как раз для этого нам понадобятся вот эти ингредиенты. Кстати, друзья, шикарные рецепты вы видите на экране. Ссылки на них я оставил в описании. Это топовые, одни из вкуснейших и лучших рецептов. Поэтому призываю, кому интересно, насладиться их вкусом и пользой. Далее я взял один лимон и добываю сок из этого лимона. Он также нам понадобится в этом рецепте, а именно для того, чтобы у нас получился тот самый шикарный домашний полезный сыр. Сок лимона готов, и теперь единственное, нам надо избавиться от косточек лимона, и это я делаю при помощи вот такой вот ложечки. Далее, друзья, в этом рецепте мы соединяем сок лимона и сок из свеклы и картофеля. Здесь у нас будет двойная польза. Это будет не только для получения сыра, но и для красоты. А вот, кстати, друзья, с Рыжиком я вас познакомил, своим любимым котиком, а вот мои любимые песики рады вас видеть в этом рецепте. Далее, что я делаю? Я наливаю молоко. Молоко берется обычное, но я предпочитаю брать максимальной жирности, которая найду. Я подогреваю молоко, и вот как раз туда уже вливается то, что мы с вами готовили заранее. И как вы сейчас увидите, молоко начнет сворачиваться и окрашивается в очень симпатичный цвет. На канале «Художник на кухне» все рецепты натуральные, без химии и без химических красителей. Этот рецепт один из них. И, как вы видите, молоко уже свернулось буквально сразу же. И что нам сейчас надо сделать? Я беру чистую марлю. Кстати, марля дезинфицированная, она покупается в аптеке. И это одно из лучших, чем пользовались наши бабушки и дедушки при получении домашнего полезного сыра и творога. Все это отправляется вот так вот в марле, и лишняя влага должна стечь. Видите, много влаги стекает. Какой приятный цвет. Кому нравится этот нежный цвет, то поставьте, пожалуйста, лайк. Интересно будет. Кстати, друзья, пока рецепт делается, интересно узнать, с какой страны, из какого города вы смотрите данный рецепт.
Я просто много где был, и очень интересно, куда же залетит этот рецепт, с какой точки мира вы смотрите. Следующее, что нам надо сделать, я беру и прикладываю вес. На самом деле вес можно взять банку, наполнить водой. В моем случае я взял камень, обернул его фольгой предварительно, хорошенько промыв, и таким образом сделал груз. Пока мы делаем остальную часть рецепта в виде свеклы и 2 больших морковей, наш груз будет выжимать влагу из полученного сыра. За это время я закипятил воду, и в этой воде уже немножечко сварил, но недолго варил морковь и свеклу. Я предпочитаю больше не вареное, чем переваренное. Сохраняется больше витаминов, больше пользы. Поэтому лучше я стараюсь чуть-чуть не доварить, чем переварить. И как один из лайфхаков подскажу, что намного полезней будет получать те же самые свеклу и морковь путем не варки их, а путем запекания в пакете для запекания в духовом шкафу или в духовке. Больше витаминов, больше пользы сохранятся просто. А в нашем же случае я очищаю свеклу от кожуры и натираю на терке. Это же мы будем делать и с морковью. На самом деле наш рецепт уже практически готов, и, как вы поняли, он состоит из 2 частей: приготовление полезнейшего сыра и приготовление основного блюда, в котором будет участвовать тот сыр. Далее в ход идет солька. Соль берется по вкусу, в моем случае это крупная морская соль, чуть-чуть черного молотого перца, 1/3 чайной ложечки, и все это хорошенько я перемешиваю. Свекла очень полезна для нашего организма. Она не только чистит кровь, она укрепляет почки и много чего другого. Кстати, вот, друзья, интересно, а кто понравился вам больше? Кот Рыжик или песики-барбосики? Буду рад почитать в комментариях ваши предпочтения. Или вообще никто не понравился из животных. Тоже такое может быть. Далее к свекле добавляется морковь. Морковь также натерлась на крупной терке. Все это с любовью перемешивается. Ключевое слово здесь с любовью, друзья. И немножко хочется добавить вот такого весеннего витаминного настроения в виде зеленого лука. И цвет красивый весенний, и насыщен ароматами и витаминами, и очень полезен. Кроме того, он гонит хорошенько паразитов из нашего организма. Все это хорошенько перемешивается, и уже почти на завершающей стадии мы натираем 1 большую дольку чесночка. Забегая вперед, скажу, что чеснок здесь абсолютно не будет чувствоваться. И ни вкус, ни аромат, но свою пользу он в этом блюде даст несомненно. Все это перемешивается, делается более-менее однородная консистенция. Далее убираем салатик, и в ход идут грецкие орехи. Горсть грецких орехов нарезается мелко.
крупным ножом, можно так сказать. Грецкие орехи в этом салате, можно так сказать, придадут особый вкус, потому что свекла и грецкие орехи, они просто друг без друга жить не могут. Они очень хорошенько сочетают друг друга и дополняют вкус в единую гамму. Далее я беру укропчик. На самом деле, если у вас есть любая другая зелень, она также будет весьма кстати в этом рецепте. В моем случае петрушечка одна из самых главных при приготовлении моих любимых блюд. Петрушечка и укроп. Вот что я хотел сказать, да. Далее укропчик размешивается в общей массе. И вот такая красота у нас получается. Но это еще не все. Нам это все надо сдобрить сметаной. Несколько ложек, щедрых ложек сметаны, а точнее 4 столовые ложки я добавляю в это блюдо. Сметану я предпочитаю брать так же, как и молоко, максимальной жирности. А какую сметану, друзья, любите вы? Пожирнее или поменьше жирности? Интересно ваше предпочтение. Я фанат зелени, фанат витаминов, и без петрушки здесь также не обошлось. Петрушка, она мега полезная. Даже не буду перечислять всех полезных свойств для нашего желудочно-кишечного тракта петрушки. Я просто ее замешаю в общую массу, и посмотрите, насколько сразу преображается салат, насколько он сразу становится красивее. Давайте посмотрим, что же у нас произошло с сыром, который мы делали из молока. Открывается марля, разворачивается, и мы уже на финальной стадии с вами. Посмотрите, какой красивый кусочек получился, нежный цвет. И сейчас нам надо его разделить на несколько долек. Друзья, я буду рад, если вы поставите лайк этому видео, чтобы не забыть этот рецепт. Если не подписаны, то подпишитесь, чтобы быть всегда на связи и первыми увидеть новые, полезные и простые рецепты, такие же, как и этот. Кроме того, мне это будет приятно, и это будет подтверждать, что я снимаю рецепты не зря, и они вам нравятся. Далее идет финальная стадия. Блюдо должно быть не только вкусным, но, на мой взгляд, не менее важно, чтобы оно было красивым. Я беру форму без дна. В моем случае форма 16 сантиметров в диаметре и 8 сантиметров высотой. Туда помещаю наш салат, можно так сказать. Посыпаю сверху еще зеленушечкой. И вот теперь уже укладываются кусочки сыра. Друзья, оцените, пожалуйста, это видео от единицы до 10. Единица не понравилась, 10 очень понравилось. Буду вам благодарен. Буду рад, если напишите, кто также будет готовить этот полезный, вкусный и необычный рецепт. А я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи в новом рецепте на канале «Художник на кухне».